Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. Сегодня мы с вами рассмотрим третий глаз, шестая чакра, с точки зрения новой эпохи, новых энергий, не по классике, а просканируем, что она из себя представляет на данный момент. Классика – это хорошо, классику я призываю изучать, но эта информация есть в интернете, а сегодня мы с вами настраиваемся на поток учителей и считываем информацию прямо из потока. Потому что у нас сейчас, вы знаете, квантовый скачок, энергии немножко иначе работают, порой даже совсем непредсказуемо работают с нами, и у нас происходят всевозможные трансформации. И я хочу взять подсказку именно на данный момент. Мы сделаем сначала общую считку, это обязательно рекомендую послушать, и потом еще будет расклад по позициям, где вы сможете продиагностировать именно свой потенциал вашей шестой чакры. Попробуем настроиться именно на вас. Ну, а сейчас, если вы готовы, пишите я готова к трансформации для того, чтобы получить не только информацию, но и исцеление. Всегда поток учителей работает по нашему запросу. Ваш лайк – это ваше согласие пропускать энергии ваших учителей через ваши энергоструктуры. Итак, наши учителя работают только по нашему запросу и нашему согласию. Если вы готовы поработать, да, превратиться в практиков из созерцателей, то добро пожаловать. Начинаем с того, что заземляемся ножками, потому что если вы выбрали сейчас практиковать, то первое правило – это земля. Почувствуйте землю. Почувствуйте связь с планетой, пошлите свет и любовь нашей матери, почувствуйте пульс Земли, протяните каналы ног как можно глубже, настолько, насколько вы способны. Возможно, вы дотянетесь до ядра Земли, до сердца нашей матери. Вспомните ваши рода, всех, кого вы любите, пошлите любовь, откройте ваше сердце, соединимся ручками. Соединимся сердцами, пропустим поток от сердца к сердцу, и поле доверия создано, можно работать. Ну что, мои дорогие, полетели. Благодарю за поддержку мои родственные души: Юлия, Людмила, Анна, Виктория. Здравствуйте, мои дорогие, считываем. Итак, третий глаз. Что это за энергоцентр, да, за что он отвечает? Общую берем информацию из потока. Итак, энергетика третьего глаза. Равновесие мужского и женского потока здесь ощущается, которое пока вот здесь нет, знаете, вот сейчас на данный момент я ощущаю концентрацию и на некой непроявленности. Вот, например, как бы вам сказать, на потенциале всех возможностей. И умение раскрывать эти потенциалы. Очень интересная энергия, знаете, когда с одной стороны здесь есть все и ничего. Здесь можно создать из ничего абсолютно все. Наутис – это очень интересная руна контроля и ограничений.
И знаете, здесь вот такое состояние, когда любой результат, если он пройдет через контроль ментала, да, через наш ментальный блок, он получит некую проявленность. Но здесь вот я чувствую по наутис, здесь есть некая граница миров каких-то, потому что вот ощущение, что поток Творца входит в материю и останавливается для того, чтобы пройти контроль. Вот ощущение, что, сталкиваясь с потенциалом всех возможностей, поток дает силу только тому, что мы считаем для себя либо важным, необходимым на данный момент, либо просто то, чему мы позволяем быть. Еще здесь идет информация очень большой внутренней дисциплины, умения управлять потоками мужской и женской энергии. Вот именно здесь, в этом центре, соединяется поток отца и матери, потому что Ера – это два потока, которые танцуют вот такую вот тантру духа. И здесь очень большая сила в этой тантре, но еще раз хочу сказать, что проявляется только то, чему мы позволяем быть. Здесь как будто бы, знаете, человек, тот, кто управляет, тот, кто владеет сознанием, в которое поступает эта энергия Творца, сознание имеет свободу выбора, да, имеет свободу самоопределения и может сказать «нет» и запретить каким-то энергиям проявляться. Вот здесь я четко чувствую ограничения. Ограничения. И в то же время здесь можно перенаправить энергию, сфокусировать, перенаправить на какое-то определенное дело и дать ему, да, вот жизнь. Из небытия здесь что-то может выйти. Надо знать, что третий глаз – это центр, где именно соединяются мужской и женский поток воедино. С каналом, там как бы троичное такое соединение с центральным каналом. Вот поток, который у нас идет по центральному каналу, и потоки матери и отца, лунный условно и солнечный поток, соединяются именно в центре третьего глаза, образуя очень мощный такой, знаете, ресурс, я бы сказала. Ресурс для реализации всего, что мы желаем. Но вот по наутис здесь мощный цензор какой-то. Знаете, у нас вот внутри есть какой-то дуальный такой мощный цензор, который определяет, что необходимо проявить и что можно, а что нельзя. Хотя, возможно, все. Вот по наутис, понимаете, интересно, он может как ограничить, так и наоборот сфокусировать и позволить. Дагас – это ожидаемо, это прямо на месте. И опять Ера. Видите, какие энергии? То есть здесь может быть как запрет, так и да. Вот это то, что я хотела сказать. То есть здесь потенциал всех возможностей. Ера – это все, что может быть воплощено на физическом плане, в 3D-материи. Это некая, знаете, как линза, через которую человек проявляет вот эту вот нашу голограмму, в которой мы живем. И у каждого голограмма своя, она в меру ограничений. То есть поймите, что кто-то видит огромные возможности для себя. Возможно, и то, и другое. А у кого-то вообще ни одного варианта. А у кого-то куча вариантов, но ни одним он не может воспользоваться в силу каких-то самоограничений. Вот эти вот состояния «да», но «нет». Да? Все время есть какое-то «но», «но», «но». То есть могу, но и каждый раз откладываем, да?
Вот кто-то зависает, а кто-то в эти опыты идет. Понимаете, как интересно? Видение. Видение причинно-следственных связей. Здесь причина и следствие, они имеют единство. Они имеют как бы сингуляр, в сингуляре находятся. И здесь нет понятия, как я чувствую, добра и зла, вот из потока, который идет от Творца, но появляется это понятие, когда мы начинаем анализировать. Вот здесь я очень четко понимаю, что поток Творца сталкивается с потенциалом сознания конкретного человека, вашим сознанием. И вот что реализуется, зависит от расширенности, еще раз хочу сказать, вашего сознания. Но у меня постоянное ощущение, что что-то важное я еще упускаю. Третий глаз, третий глаз. Да, двойки, видите, двойка чаш, двойка монет. Очень интересная здесь вот энергетика перехода из, знаете, вот это состояние, оно всем знакомо, это состояние, какой-то, знаете, как вот диссоциация, то, что называется карта, когда хочется, но колется, и мы постоянно взвешиваем. Но мы проверяем, смотрите, любые идеи на практическое применение. То есть мало ли что тебе хочется. Взвесь и проверь, насколько это реально работает. Да? То есть здесь строгий такой контроль, проверка на то, что реально. То есть пофантазировать – это одно. А вот здесь вот осознание происходит, что реально применимо в нашем мире. Понимаете? Потому что в других мирах другие возможности реализации, да, и вот сюда приходят идеи из всех миров. А вот что из них пройдет именно в вашу реальность, да, что пройдет, это вот зависит от расширенности вашего сознания. Потому что сюда как будто бы, знаете, информация вот стекается из разных измерений, из разных там систем, знаний. Я вот чувствую очень большой всплеск гормональный и раскрытие, знаете, ощущение кайфа, радости, счастья от соприкосновения с потоком. Я его называю, ну, не я его называю, мы его называем благодать, нирвана, что-то такое. Здесь можно достичь состояния. Вот смотрите, если мы позволим всем вариантам существовать одновременно и позволим себе расшириться максимально, мы поймаем вот это состояние нирвана. Выход, знаете, что такое, когда возможно все, и мы позволяем этому быть. То есть мы ничего не запрещаем, мы позволяем потоку вот через нас творить. Вот вся иерархия света как будто бы объединяется, и мы становимся проводниками. Просто наша задача просто созерцать, быть в благости, в радости, в принятии. Да?
Да, хотела я сказать, что DMT здесь очень ощущается. Вот он и 13-й аркан смерть. Здесь сразу пошли, вот я как только достала десятку чаш, я почувствовала кайф, эйфорию и улет. Знаете, такое состояние кайфа. Здесь вот шишковидная железа, гормональные всевозможные перестройки, связанные с третьим глазом. И смотрите, вхождение духа в материю запускает программы «Жизнь и смерть», как, как метафизику перерождения, как алхимию духа. Не обязательно как физическую смерть, да, а вот именно как алхимию духа. И здесь есть возможность поработать действительно с клеточками своего тела, направив к ним энергию трансформации, перерождения, регенерации, там как-то еще. Тема 13-го аркана здесь проходит по третьему глазу. Вот если вам интересно, очень интересно у меня раскрыт 13-й аркан смерть в плейлисте «Значение аркана Таро», зайдите, посмотрите. И он очень интересно связан с сексуальной энергией, но и там еще много всяких есть прикольных моментов. Поверьте, это интересно, послушайте. Просто не хочу в этом ченнелинге повторяться. Потому что есть зрители, которые постоянно слушают меня и уже наизусть знают все мои ченнелинги. Здесь вот состояние смерти воспринимается именно как освобождение. Вот я ощущаю здесь, знаете, вот кайф освобождения. Вот у кого точка сборки приходится на третий глаз, они ощущают это, ну, нет страха, да, ощущение свободного духа, вот выхода из материи, выхода из дуальности. Вот здесь уже достигается это состояние. Поставьте 1, 2 или 3 плюса в чате, чтобы я понимала, что вы, ну, в резонансе с материалом, и вам понятно, о чем я говорю. Смотрите, 6-й аркан влюбленные. Вот это тантра духа, которая пока... Вот опять еще раз, и гормоны здесь, потому что по 6-му аркану здесь гормоны. И здесь, это знаете, когда вот этот, еще мы ловим этот момент, когда влюбленность и сносит крышу, и мы вот эту эйфорию тоже ловим. Тоже ловим. У нас ощущение, знаете, вот момент, жизнь остановилась. То есть вот когда работает третий глаз, вот по 7-ке пентаклей и влюбленным, видно, что мы выходим в состояние все равно, мне все равно, что происходит вокруг меня. Мне хорошо, вот и все. Вот я в моменте здесь и сейчас, мне хорошо. Вот что дает третий глаз. Он дает кайф от момента здесь и сейчас. Вот когда мы говорим: живи, радуйся сегодня, сейчас, да, у тебя нет другого момента для радости и счастья. Вот нужно, чтобы точка сборки у вас уже была на третьем глазе, тогда это достигается, это состояние. 5-й аркан Иерофант. Ух ты, и туз мечей. Здесь мощная манифестация, вот воля человека имеет большое значение. И жрецы, они работают здесь вот как проводники, наша группа Беркана, да. Мы вот как раз можем быть законодателями на уровне третьего глаза, мы можем давать своей волей, ментальным посылом, да,
в соединении с любовью сердечной мы даем жизнь, ресурс какой-либо идеи, которая, например, имеет потенциал для реализации, но ей нужен ключ. Вот я ощущаю здесь ключ, импульс, желание, сознание должно сказать «да». Вот здесь вы мысленно говорите «да». Я утверждаю в своей жизни определенную программу, я утверждаю некую цель, да? Либо наоборот, я отсекаю, я запрещаю. Вот у кого ярко выражен третий глаз, то все, о чем вы думаете, прямо реализуется, вы даете либо запрещаете вот этой энергии воплощаться в жизнь. Тут еще вот 7-й аркан колесничий, не могу его не показать. Он тоже здесь к месту, потому что колесничий – это про гармонию, про баланс эмоций, да, и про контроль ума над чувствами. И здесь вот эта вот история есть, когда высший аспект сознания контролирует эмоциональное состояние человека, и именно, да, тут из сердца, из состояния любви руководит и направляет этой энергией. Надеюсь, понятно сказала. Давайте посмотрим. Что блокирует работу 6-го энергоцентра? Какая программа чаще всего блокирует? Мы понимаем, что там много может быть всего, но на данном этапе мы смотрим в моменте здесь и сейчас, что наиболее важно. Закрывать глаза на промахи, дар привлекательность. Но уже понятно, дар приятный сюрприз, желание быть особенным. Значит, больше всего, кстати, колесничий тоже в тему, он тоже несет эти коды. Это желание быть первым, победителем, перфекционизм, большая ориентация на мнение других людей, зависимость от чужого мнения, непозволение себе ошибаться, либо другим ошибаться, победа любой ценой, быстрая победа. Путь должен быть устлан сплошными победами. Здесь человек не может переносить свой промах, свое поражение, он просто падает на дно, сразу начинается болтанка эмоциональная, и во что бы то ни стало, ему важно, чтобы его признали, приняли, достичь успеха. Хочется сказать здесь, что многие из вас ищут свой путь. Вот по колесничему это тоже, да, путники. И чаще всего этот поиск тернистый, сложный, и он знаете, хочется сказать, самые простые вещи даются нам тяжелее всего. Потому что здесь, чтобы пройти этот путь, нужно вспомнить себя, кто ты есть на самом деле. Но и надо идти из состояния вот небытия, изнутри, из пустоты, из потенциала. И начинать этот путь нужно снизу вверх, снизу вверх. То есть если вы еще не осознали, кто вы, надо заниматься нижними энергоцентрами. Вот здесь вот идет информация, что когда ваша точка сборки на Аджне, вам не нужны подтверждения вашей уникальности. Вы должны понять, что если они вам еще пока нужны, дорабатывайте нижние
структуры, насыщайте их энергией, убирайте искажения, там тогда есть над чем работать. Так, ладно. Возьмем еще тень. Вот эта карта, конечно, такая, но из песни слов не выкинешь, большая задница. Ох. Смотрите, нас часто подвешивают в таких ситуациях, где неудобных, парадоксальных, странных. И это все для расширения нашего сознания. Умение найти выход из любой ситуации, использовать любую ситуацию как ресурс – это то, что дает нам третий глаз. Любая трагедия превращается в комедию, когда мы с точки зрения третьего глаза смотрим на это, потому что там есть все, там есть вход и выход. Они в одном и том же месте, в одном и том же моменте, да, то есть выход там же, где и вход. И вот найти выход из любой ситуации, это прямо ресурсно очень, когда вот вы смотрите на какую-то сложную ситуацию с точки зрения аджны, это вызывает у вас только улыбку, восторг и желание только познакомиться с ней поближе, то есть никакого страха, никакого смятения у вас не будет. Вот находясь в затруднительном положении, в неестественном, неудобном для вас положении, вы всегда найдете выход из ситуации. Да, смотрите, подобная энергия The Jongleur. То есть игры разума, понимаете? Тут еще вот все не то, каким оно может казаться. То есть заблокированная аджна, она нам как раз нас вводит в состояние, когда, знаете, хаос мыслей какой-то, и всегда нет позитивного исхода. Всегда думаем только о плохом. Здесь вот мысли по кругу, вот такие вот состояния. The Lady of Joy и The Speaker of Truth, говорящий правду. Но вот смотрите, умение видеть истину и умение всегда находиться выше обстоятельств, это прямо про это. Поэтому что может блокировать, когда вы лжете сами себе, когда вы впадаете в уныние по поводу каких-то обстоятельств своей жизни, неудобных обстоятельств, некомфортных состояний каких-то, да? То есть умение принимать здесь нужно мир таким, какой он есть, и всегда находить ресурс в той ситуации, в которой вы находитесь в данный момент. И сейчас мы посмотрим, что наоборот дает третьему глазу ресурс, да, что увеличивает потенциал вашей аджны, расширяет способности ваши, помогает вам раскрыть ясновидение, да, яснознание, яснослышание, целительские способности. У аджны очень большой ресурс, конечно, в этом плане. Что способствует раскрытию? Давайте посмотрим.
Самая мощная здесь подсказка — это первое — это умение не вовлекаться в ситуации, которые происходят вокруг вас. Эмоциональная отрешенность, умение контролировать свои мысли и чувства, умение жить в гармонии с материей. Вот здесь как бы все этажи сознания должны уже быть проработаны. То есть вы должны осознать себя в материальном мире, в 3D-реальности, связь с физическим телом, с творческим потенциалом, то есть творчество должно быть, и расширение сознания. То есть вот такой вот тандем материя и дух, да, вот прямо императрица и 7-й аркан колесничий. И вот умение убрать эту драму, всевозможное недопонимание, почему я здесь, кто я, зачем я здесь, ощущение, знаете, вот темницы, да, что материя — это темница для духа, да, вот это состояние, когда уходит, когда мы начинаем прославлять материю, мать, то наш разум сияет, наш дух сияет, он расширяется, у него появляется полет. Поэтому надо признать материю, надо признать тело, надо раскрыть радость пребывания в 3D. Убрать вот эту драму, исцелить всевозможные, смотрите, тут есть неисцеленные сценарии из прошлых воплощений, какие-то драматические моменты, и все, что связано с сердечной чакрой, вот здесь я смотрю, что с сердцем очень большая взаимосвязь, но в сердце очень многие процессы отображаются, точнее, все процессы у нас дублируются на сердечной чакре. И вот здесь, знаете, основная программа «Я чужой на этом празднике жизни», свой среди чужих, чужой среди своих. Как будто бы меня, знаете, смотрят здесь иные, и вот это вот состояние, когда дух загнан в рамки физического тела, и мы с этим какое-то время должны, ну вот идет какое-то время на адаптацию, да, и на принятие этих уроков. Поэтому начинаем с физики. Обязательно уделяем материальному. Да, вы должны быть ресурсны. В материи вы должны быть ресурсны. Вы должны освоить 3D-материю, быть хозяином своей жизни. Уйти из вот этого состояния «я чужой на этом празднике жизни». Вот удовольствие, удовлетворение, энергия. Да, балет огня, то есть умение получать удовольствие, кайфовать. Не откладывать на потом жизнь. Понимаете, тут вот самое главное помогает этому момент здесь и сейчас. Помните мои эфиры «Стресс как трансформация»? Что нам дает стресс, который сейчас многие переживают прямо очень мощно? Он дает, что мы отбрасываем все лишнее, то есть мы концентрируемся на главном, а главное — это жизнь, это радость, это энергия вот этого момента. Вот этот момент сейчас, он очень важен. Вот сейчас Верховная Жрица. В каждом мгновении скрыта мудрость. Видите? Постигните глубину момента здесь и сейчас. Погруженность, восприятие, постижение. Каждый момент имеет смысл и наполнен какой-то глубиной. И ресурс нам дает это вот умение творчески посмотреть, внедуально посмотреть, не эмоционально, да, посмотреть на какие-то вещи, которые сложно бывает принять.
но найти в них ресурс, найти в них духовный рост для себя. Да, второй энергоцентр, тут тоже очень отзывается, врата творчества, когда мы проходили, да, вот, и валет огня – это тоже такой творческий момент, и верховная жрица. То есть как-то, знаете, нужно смотреть на жизнь с огоньком, с творческой такой вот, с изюминкой. Паш воздуха. Ну вот смотрите, здесь нужно какое-то вот ощущение верховной жрицы, паш воздуха, умение созерцать и как раз-таки не болтать лишнего. То есть это не горловой энергоцентр, который мы раскрываем с целью доносить, да, информацию. Там, правда, важно не лгать, но все-таки надо доносить информацию. Здесь вот аджна – это умение анализировать. То есть перед тем, как говорить, подумай. А как я часто говорю, подумай, прежде чем подумать. Контроль. Контроль того, о чем вы думаете. И тем более говорите. И четверка огня. Тоже расслабьтесь, получайте удовольствие, вы имеете все, что хотели. Ну, все про момент здесь и сейчас. Вот остановись мгновенье, ты прекрасна. Это, наверное, фраза про вот это. Но про каждое ли мгновение мы готовы так сказать. Обычно мы готовы так сказать, когда действительно что-то прекрасное, потрясающее происходит. А здесь нас обучают тому, что каждый миг достоин восхищения, потому что это дар богов, это свет Творца, который прошел сквозь тебя и отразился в этом мире. И знаете, здесь ваше сознание придает этому моменту окрас. Вот это надо понять. То есть в одну и ту же ситуацию попадают разные люди, и эта ситуация приобретает совершенно разный окрас, да, характеристики. То есть сознание наделяет ситуацию вот этим своим потенциалом и характеристиками. Соответственно, вы сотворцы. Вот вам говорят, что подумайте, что вы хотите проявить. Вы хотите быть счастливы, тогда будьте. Просто вот хочешь быть счастливым – будь. То есть тебе для этого повод какой-то особый не нужен. Мудрость Земли. И сейчас мы с вами будем по позициям еще рассматривать, чтобы продиагностировать ваш энергоцентр. Так, мудрость Земли, опять исцеление сердечных ран. Видите? Вот хорошо работают через третий глаз гипнологи, психологи, вот идут в регресс, кстати, по Верховной Жрице, да, по второму энергоцентру. Здесь можно пойти действительно исцелить какие-то в регрессе свои прошлые жизни. То есть если у вас третий глаз развит, то вы можете быть гипнологом, целителем, регрессологом. Прочность. Но видите как? Умение переживать любые драматические моменты в своей жизни как бы стойко. Да? То есть здесь сознание приобретает некую кристаллизацию. Здесь нет маятникового мышления. То есть вы приобретаете какую-то целостность, мощь, и вы становитесь сильнее, пройдя через какие-то испытания. Практическое применение, ну вот видите, здесь идет человек, прошедший через испытания, становится практиком. Тут действительно дар практического применения и расширения сознания, да. То есть вот все, что я вам сказала, здесь на третий глаз это идет. И давайте еще мудрость наших учителей, последняя карта из Таро звезд.
Энергетика третьего глаза. Что хотят нам сказать учителя? Любовь рядом. Ходорианская энергия. Взаимозависимость и границы. Давайте прочтем, потому что не все смотрят меня так прямо регулярно. Для тех, кто не знает эту карту, я прочту. Так, 177. Считается, что ходорианцы являются своеобразными маяками чистой, божественной и безусловной любви. Они видят любовь во всех людях и во всех ее проявлениях. Иногда им бывает трудно иметь взаимозависимые и здоровые отношения, так как они видят только настоящую природу тех, кого встречают. Ходорианцы – хранители любви во Вселенной. Они здесь, чтобы научить нас любить. Они напоминают нам, что сперва необходимо полюбить себя, а потом создавать здоровые и крепкие отношения с другими. Помните, любовь, которую вы ищете, уже в вас. Эта карта говорит, что стоит пересмотреть отношения, в которых вы находитесь. Возможно, в них вы теряете себя и свою индивидуальность. Или неосознанно отдаете больше, чем получаете. Или же испытываете постоянную неопределенность, тревогу, беспомощность. Эта карта призывает по-новому взглянуть на близкие отношения и проверить баланс энергии внутри них. Чувствуете ли вы удовлетворение, безопасность? Можете ли просто расслабиться и быть собой? Послание карты. Не теряю ли я себя в отношениях? Если да, то почему это происходит? Как мне взрастить любовь к себе? Здесь про то, что полюбите себя так, как любят вас ваши учителя, ваши кураторы, ваши ангелы. Примите себя так, как принимают вас ваши ангелы и учителя. Примите себя с безусловной любовью. Недаром нам идут вот исцеления сердечных ран. То есть над чем работать. Я смотрю, у большинства моих зрителей есть над чем работать. Мы сейчас сделаем по позициям расклад, и мы рассмотрим глубже. Каждому из вас придет послание. Вы можете помочь мне, оставив тайм-код под этим видео, чтобы мне было проще, нашим зрителям было проще ориентироваться потом. Так, мы сделаем 4 позиции, вы можете уже настраиваться. Это будет диагностика и совет для того, чтобы расширить возможности, границы ваши, да? Расширить возможности 6-го энергоцентра вашего. И также, естественно, я приглашаю вас принять участие в практике. Возможно, вы еще успеете. Сегодня у нас пройдет практика по раскрытию третьего глаза. И сегодня будет практика, и завтра. Поэтому вы можете попасть, если напишите мне лично. Есть ссылочка под этим видео, есть контакты. Итак, 4 позиции. Не забудьте поставить лайк, если вы еще не поставили, для того, чтобы
принять целительство, да? Чтобы это превратилось в вашу уже коррекцию, чтобы вы уже могли сразу получить не только инсайт, но и исцеление. Вы можете писать «Я готова к трансформации», если вы еще не написали. Вы можете также задавать вопросы под этим видео дополнительные, если вас что-то интересует, для того, чтобы я сделала новые ченнелинги на базе ваших вопросов. Ну и, конечно же, приходите на индивидуальные консультации, если вам необходима помощь, если вам нужно осознаться, раскрыться. Так, что я хочу еще сказать. Наш РД-поток сейчас переживает очень знаменательный момент. У нас последний звонок. Первый последний звонок, как я его называю. То есть наша группа практиков прошла первую орбиту, первый виток обучения, переходит на вторую орбиту и уступает место малышам новеньким. Поэтому, если вы желаете обучаться, проходить практики и обучаться, то, пожалуйста, у вас сейчас есть возможность прямо стартовать с начала обучения, то есть врата 0606, 6.06 у нас начинается уже обучение малышей. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Вот. Что касается неосознанной части нашего эфира, я хочу сказать, что как-то идет такая интересная информация сейчас, что на наш огонек слетаются, конечно, много разных душ. Потому что когда работает такая мощная команда, как Беркана, могут присоединяться созерцатели из других потоков. Это нормально. Самое главное, чтобы вы вели себя корректно и чувствовали, что вы в гостях. Потому что есть очень большая сила у нашего потока. Она очень ощущается потом, после взаимодействия. Поэтому каждый, кто принимает участие в наших практиках, не может не отметить, что такая сильная группа, как у нас, не всякий раз подбирается. У нас небольшая группа практиков, я хочу вам сразу сказать, и у нас просто очень сильные энергии. Поэтому я вам говорю, что вы можете попробовать повзаимодействовать с нами. Самое главное, чтобы вы понимали, были в принятии, да, на женских энергиях. То есть, когда мы на женских энергиях, когда мы в принятии, то какими бы сильными ни были потоки наших учителей, мы свободно можем их принимать, пропускать через себя, исцеляться, наполняться. Самое главное — убрать эго, убрать некую когда мы пытаемся спрогнозировать, да, слово забыла, спрогнозировать, предвидеть некий результат, тогда этот результат вас просто поразит. Так, и еще положу вам подсказочку от учителей.
И мы полетели. Хочется вам дать полноту информации, да? Пока я выкладываю, идет целительский поток, поэтому вы можете поступать, как вам удобнее, как вы желаете, но я не рекомендую пропускать тот момент, когда я выкладываю. Вот, потому что я выкладываю в потоке, и самый сильный поток идет тогда, когда я не озвучиваю, да, а когда я делаю выкладку. Итак, мы начинаем. Мы начинаем. Ставьте тайм-код. Сначала я скажу несколько слов по общему потоку, который сейчас идет. Вот как раз-таки Урус и Наутис, да? Есть некое напряжение потока учителей и вашего сознания. Вот ощущение, как будто бы учителя пытаются достучаться до вас, да? Как будто бы вот сейчас, ну понятно почему, потому что мы как раз входим во врата 0606, усиливается нагрузка на наш третий глаз, и здесь вы в предвкушении какого-то глобального, мощного прорыва. Вот, поэтому общая информация из потока, что вы, может быть, чувствуете сейчас некое напряжение. Это может быть бессонница, это могут быть какие-то боли, головокружение, да, и так далее. Ну, какой-то дискомфорт может быть. Вот. Даже здесь есть, смотрите, ловушка отречения от отношений. То есть вы не дали согласия потоку высших сил работать через вас. Если вы не даете согласия, то поток, естественно, дальше не идет. Поэтому пишите: я готова к трансформации, я принимаю поток учителей, и вам будет намного легче проходить эти экзамены. Туз мечей. Принимайте ваше осознанное решение, делайте выбор, оттачивайте ваш разум с точки зрения, чтобы ваше «да» было «да» и ваше «нет» было «нет». Чтобы четко звучал ваш посыл. Потому что вот иногда мне говорят: ну я уже 100 раз дала согласие учителям, что я согласна, да, я готова. Почему так тяжело идет процесс? Потому что ментал еще не окреп, и ваше «да» звучит мягкотело, и ваше «нет» тоже не имеет силы. Да? По мере того, как вы наращиваете ваш потенциал ментальный, ваши намерения становятся тверды. Дар свобода. Здесь возможно все. Понимаете, вы абсолютно можете, находясь на третьем глазе, когда ваше сознание там, вы можете абсолютно все. Вот даже ястреб, смотрите. Все, на что вы направляете свое сознание, все оживает. Да? То есть где ваше сознание, там энергия. То есть вы свободно перемещая свое сознание, да, фокусируетесь на том или другом аспекте вашей жизни, наделяя эту часть некой гармонией. Да? Вот видите, поток любви, поток Творца направляется к той части вашей жизни, которой вы прикованы сознанием. Но для этого ваше сознание должно быть свободно и расширено от блоков, оно должно быть исцелено. Также здесь идет энергетика портал, двери открываются, совершите выбор и награда. Это еще раз подтверждает, что для вас, для многих сейчас вы делаете очередной прыжок веры и не удивляйтесь, каждый раз учителя будут брать наше подтверждение, что мы готовы идти дальше. Да? Поэтому мы подошли к определенному
к определенным вот вратам, врата 0606, и двери перед нами открыты. Скажите «да» и войдите в иную реальность. Итак, если вы готовы, мы полетели. Первая позиция. Ставьте тайм-код. Посмотрим. Здесь хорошо. Здесь третий глаз раскрыт, сбалансирован. Маг. Сейчас. Сейчас скажу. Тут выпал аркан самоизлечения и древние киты-касатки. Значит, смотрите. Здесь вы с очень большим потенциалом. У вас даже дракон огня, и здесь такие руны мощные. То есть ваш третий глаз от природы, он потрясающе развит. Кто выбрал первую позицию. Но вы находитесь еще на стадии реабилитации. Вы исцеляете свои эмоции. И вы просто не позволяете пока энергии проявиться через вас. Поэтому придет время, придет срок, и все будет. То есть будет у вас осознанно проявляться этот дар. Сейчас он у вас в состоянии раскрытия, вот первого раскрытия, но я вам хочу сказать, уделите внимание какой-то теме. Ваши партнерские какие-то взаимоотношения оставили след в вашем сердце. Это прям любовная история, знаете, здесь такая вот фонит, где вы были не приняты партнером, не была принята ваша любовь. И история, которая нуждается в самоизлечении. Почему она нуждается в самоизлечении? Потому что вам нужно поверить, что ваш третий глаз абсолютно мощно работает, он в состоянии. Тут прям магические, видите, способности. Но вы можете для себя считать, что их нет, либо чувствовать их только в потенциале. Вам для того, чтобы продвинуться в раскрытии третьего глаза, нужен только маленький аспект. Немножечко поработайте, исцелите ваше сердце от драмы, там, где была не принята ваша любовь. Да, не принята. И вы стали сомневаться в себе. Поэтому уделите внимание второму, четвертому энергоцентру, и шестой тогда раскроется. А так вы достаточно хорошо гармонизированы, сбалансированы, у вас большая душа, полная любви. И вы наткнулись, скорее всего, на разочарование, связанное с тем, что, оказывается, ваша любовь, оказывается, не нужна. Она у вас такая вот именно была, очень мощная, прямо до основания вас охватывающее чувство. Это дает вам дискретность некую мышления. Вот эта драма, понимаете, она вас расщепила ваше сознание на да и нет, на принято, не принято, да. Сейчас я еще посмотрю. Так, а тотемчик у вас тут есть? Дракон огня у вас тотемчик, да? Давайте я совет еще возьму для вас, еще немножко больше раскрою. Ну, смотрите, у вас все просто, у вас тоже прыжок веры. У вас, в принципе, вот я же говорю, все хорошо, просто оставьте позади уже вот эту боль. Попробуйте оторваться. Да, у вас, видите, открываются двери в будущее. Ну, в принципе, все хорошо. Видите, осознанность. То есть у вас третий глаз природный. Но он прикрыт именно страданием.
Здесь, наверное, знаете как, вы и так были как бы отвергнуты, и здесь, чтобы вас не отвергали люди, вы стараетесь быть немножечко, старались когда-то быть такими более приземленными, понятными. Вот. Но сейчас у вас уже это исцеляется. У вас вот маг, начало, импульс, активность, мастерство. Вас ждут великие дела, и у вас есть все, чтобы их совершить. Главное верить в себя и действовать. То есть у вас отмашка, действуйте и раскрывайте свой потенциал. Исцеляйтесь. Благодарю вас, ставьте лайк, подписочка и тайм-код. Сейчас у нас вторая позиция. Ваш третий глаз. Холодная зона здесь третьего глаза. Девятый аркан отшельник. Зависимость. Ой, пятерка пентаклей. Кто-то здесь выбрал the gift, дар. Да? Тут заблокирована история. Лошадка у вас беленькая. Так. Порядок. И здесь у нас ослабь хватку, контроль, зависимость. Впустите благодать в свое сердце. Тут глубокое исцеление требуется сердечной чакры. Здесь действительно по девятому аркану выходит сердце. И здесь есть зависимость, созависимые отношения, но здесь прямо в стадии проработки. Вы пока не готовы убрать контроль, вам хочется быть такой закрытой структурой. Но по сути вы вольная лошадка, и вы сейчас наращиваете вот внутренний потенциал, вы копите силы для принятия этого дара. Очень хочется вам помочь. У вас очень много внутренних сил, большой ресурс, большой потенциал, но он пока у вас не проявленный, закрытый. Я думаю, что вы ощущаете себя некомфортно в этой ситуации. Вот. Но здесь можно исцеляться. Здесь надо выгружать. Вот приглашаю вас в нашу практику. Как раз чистка будет у нас 5 числа, 6 числа у нас чистки. Ну и также вы можете в записи потом взять эту практику, она у нас будет. Видите, мораль, контроль, ограничение ума. Здесь очень жестко да, вы идете. Щедрость. Видите, внутренний потенциал большой, ограничения тоже большие. Борьба, сопротивление. Ну, вы наращиваете ваш потенциал внутренний, вы пока копите силы. Это тоже нормально. Это тоже нормально, придет время, и вы раскроетесь. Вы вольная лошадка, беленькая, у вас сейчас тоже, так, знаете, ощущение, что энергия на подъем пойдет, все будет хорошо. Самое главное, доверьтесь. У вас, видите, тут даже ослабь хватку, контроль, зависимость, пустите благодать в свое сердце. Есть у нас энергия, проходили мы когда врата 0404, чистку сердечных врат делали, есть это в записи, можно брать, шикарно работает, берите эти практики, они есть. И приходите к нам. Итак, тайм-код, подписочка, лайк, и мы полетели. Это третья позиция. Ваш третий глаз. Угу. Ловушка, бремя. Интересно. Король пентаклей. The Queen of Shadows. Королева теней. Ну, здесь понятно. Смотрите, тоже здесь у вас исцеление тоже сердечных ран. Здесь, смотрите, сверхспособности, бесстрашный пион, многогранность, уникальность. Раскройте свою душу. Тоже прыжок веры, тут вирт. И тоже драма, связанная с мужчиной, тоже созависимые отношения. Но здесь немножко по-другому. Вы не отпустили его. То есть если первая позиция там какая-то старая драма, то в данном случае у нас налицо свежая боль. И такая прям глухая вот оборона. И даже, знаете, здесь вот ощущение, что вы не готовы вообще расставаться пока что с вот этими отношениями. Да, они для вас болезненные, они тяжелые, сложные, но вам страшно.
страшно от них отказаться. Поэтому здесь нужно обязательно вернуться к проработке нижних энергоцентров, прям начиная с первого. Работа с кармическими партнерами. Здесь кармические взаимоотношения. Вы друг другу там что-то задолжали, это надо раскрывать в ченнелинге, кто кому что должен. Да, у вас есть выбор выйти из отношений, вы уже думаете об этом, вы задумались очень крепко, оставаться или уйти, но сил, энергии пока для рывка нет. Страшно очень. Но высшие силы вас подбадривают, что вы не останетесь одна, все будет хорошо, тут у вас есть на кого опереться и бесстрашный пион. То есть прыгайте в новое, вот не зависайте, делайте свой осознанный выбор. Вы благородный олень, а благородный олень – это очень смелый олень, который всегда идет в новое. Это символ солнца, продвижения. Поэтому силы, потенциал у вас есть, просто вы себе не позволяете этого. Но я думаю, что вы справитесь. Я вам предлагаю начать с первой чакры. Есть медитации на первую чакру. На первую даже вот есть у меня в открытом доступе. Это врата Сфинкс мы проходили. Вот поставьте себя на первое место, поверьте, что у вас еще все впереди, у вас могут быть разные мысли, у вас держит какой-то практический, знаете, практичность. То есть вам кажется, что вы не справитесь самостоятельно. Ну вот выжить, вот этот быт, вот это все как-то налажено, а сейчас это надо все рвать. И вот здесь какая-то такая история. Но вы справитесь. Главное, чтобы у вас был ресурс внутренний, а он у вас есть. Поэтому третий глаз тут еще пока для вас рано, но есть над чем работать. Я вас благодарю за доверие и дружбу. Мы смотрим следующую позицию. Поставьте лайк, подписочку, комментарий и тайм-код. Четвертая позиция. Ваш третий глаз, Канна и Ансус. Аркан сила. Интересно. Ловушка агрессия. Королева воздуха, The Lady of Soul, дракон воды, истина и упади в мои объятия, смирение, двойственная природа мира. Работает нестабильно, то есть у вас третий глаз работает, он у вас открыт, но у вас нестабильное эмоциональное состояние. Вы не можете справиться, когда он у вас открывается, когда вы... Ну, у вас есть вот эта сила мысли, сила голоса, все, что вы говорите, сбывается, но очень часто приходит плохое. Вы не можете совладать с эмоциями. То есть, понимаете, тут недочищенные низы. У вас, конечно, очень мощный третий глаз, природная сила. Но вам нужна чистка, понимаете? И чистка тут и уровень сердца, и горловой энергоцентр надо дочистить, и третий глаз тоже откроется как следствие. У вас пока еще есть дуальность, вы еще делите мир на добро и зло, и у вас еще пока нет принятия своей собственной силы. Есть ощущение, что эта сила, вот знаете, она вас как бы разрывает изнутри. Даже страшно, вот все, что вы говорите, сбывается, да, это даже страшно, это вас, вы пытаетесь куда-то это скрыть, спрятать, да, но не получается, это все равно вас разрывает изнутри, вам хочется, с одной стороны, быть собой, а с другой стороны, такая, какая вы проявляетесь, вы становитесь как бы неудобная для окружающего мира. И для вас дар как наказание выглядит. Вам нужно совершить переоценку ценностей, осознать, что для вас важнее, мнение окружающих людей или ваша собственная ценность. Видите, у вас жреческая природа, у вас очень большой потенциал, вы ориентированы, правда, вы очень зависимы от мнения окружающих.
да, да. Очень восприимчивы, очень зависимы. Еще вы знаете, что у вас есть такой момент, вы на себя набираете чужие, вот, вы не умеете отличать. Вы когда набираете на себя чужую боль, чужие страхи, чужую агрессию, чью-то, да, вам потом нехорошо, и вам кажется, что этот дар вас мучает. Но это не дар вас мучает, это, собственно говоря, та грязь, та боль, которая на вас потом, да, она уже вас мучает. Поэтому дар тут ни при чем. Здесь надо отделить одно от другого. Научиться, знаете, что здесь нужно? Здесь нужно личностные границы беречь и укреплять психику, укреплять нервную систему. Поэтому рекомендую, приходите к нам на практики, раскрывайте ваш потенциал, ничего не бойтесь, прыгайте смело, становитесь собой прекрасной, истинной, творящей. Я вам всем желаю счастья, гармонии, любви, процветания, благоденствия, благополучия, открытия всех даров и талантов. Давайте вспомним себя и приглашаю еще раз во врата 0606. Все контакты мои есть под этим видео, и ссылочка есть. Пишите, мои дорогие родственные души, подписывайтесь, ставьте лайки. Люблю вас, целую, обнимаю сердцем. Ваша Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.